Всем привет! Я приветствую всех на канале Радости и Приятности своими руками. И сегодня я хочу предложить мастер-класс по пошиву такого маленького ангелочка. Этот ангелочек, скажем так, оберег. Он будет маленький такой, можно сказать, что карманный, его можно носить с собой. И прекрасная вещь, чтобы кому-то подарить на память и в качестве такого прекрасного доброго сувенира. Выкройку ангелочка я уже заранее сделала. В принципе, ничего сложного. Нарисовала силуэт, который мне хочется. Вырезала. Вот. Головой. Вот такие вот у него будут ножки смешные. Ручка. Две ручки. Вернее, вот так вот. Две ручки. И я вырезала разные варианты крыльев. Вот не могу определиться, какой мне больше нравится. Буду, соответственно, смотреть уже в процессе работы, какие крылья, вернее, мне больше понравятся уже непосредственно, вот, скажем так, в конечном уже варианте, когда ангел будет готов, я уже буду примерять, какие крылья больше всего ему подойдут. Ткани понадобится мне вот такая ткань хлопковая, это для тела и ножек, вернее для головы и ножек, ну и для рук тоже. Вот такая ткань. Один вариант крыльев я хочу сделать из такой ткани, просто розовая, нежно-розовая. А второй вариант крыльев я хочу сделать из такой ткани, тоже она нежно-розовая, но такая немножко вот цвет пыльной розы, с мелкий-мелкий горошек. И, собственно говоря, ткань для тела, то есть тело платья и рукавов. Вот такая она, горошек. Цвет тоже такой, не знаю, даже вот чайной розы, или как он называется правильно. Ну, в общем, очень приятный, нежный, такой стильный. И я думаю, что все это будет вместе гармонично смотреться. Также понадобится тесемка. Еще тоже не знаю, какую буду использовать. У меня вот две на выбор разные. Нитки мулине. Бисер вот такой розовый. И волосы я буду делать, тоже пока еще не определилась. У меня три разных варианта. Это нитка полифер. Я из нее уже делала волосы своему ангелу рождественскому. Кто смотрел мои видео, тот видел. А кто не смотрел, посмотрите, пожалуйста. Также есть у меня такое вот вискозная шерсть, такое волокно для валяния. Его тоже можно использовать. Он такой немножко золотистым таким отливом. И есть натуральная шерсть вот такого вот, не знаю, телесно-песочного цвета. В общем, тоже буду в процессе уже смотреть, примерять, и что мне больше понравится. Ну все, теперь наша задача нанести выкройку на ткань, вырезать и прошить на машинке. Друзья, я хотела заострить ваше внимание вот на каком моменте. Поскольку у меня ангел, он как бы единым целым идет, голова вместе с телом, оно же платье, я для начала шила между собой два вида ткани, для головы и для тела. И сейчас совместила их по линию шва. И нанесла уже вот на эту ткань в таком сшитом виде уже саму выкройку. Линия стачивания, она же линия, вот здесь вот линия шва горловины, линия горловины на платье. Это готово для того, чтобы стачать. Не забудьте оставить место для незашитое место для набивания, ну, для выворачивания и для набивания. Еще также прошу учесть, что по моей задумке у ангела ножки, они вшиты вниз платья, поэтому я сейчас уже их прошила, эти детальки, вот оставила припуски на швы, ну, где-то по миллиметров 7, здесь чуть побольше, сейчас лишнее отрежу. Вот. Сейчас я их выверну, набью и уже сюда тоже подставлю уже в таком набитом виде. Вернее, вот так они будут внутри выглядеть, для того, чтобы уже когда я буду сейчас платье прошивать, они прошились вместе с платьем. Ну, я прошила также ручки, оставила не зашитыми.
вот здесь вот места для выворачивания. И нанесла выкройку рукавов на ткань. Это элементарно. Саму вот эту кисть, зону кисти я загнула, приложила ткани и обвела. Но учтите, что сам рукав, он должен быть побольше, чем платье, поэтому с каждого бока я где-то по миллиметру, по два прибавляла и уже чертила вот с такими небольшими припусками, для того, чтобы потом рукав было легче одеть на руку. Все, теперь я сейчас выворачиваю ножки. Ну, можно сразу вывернуть заодно ручки, сошью рукава и потом вставляю ножки и уже покажу, как это будет все уже потом выглядеть. Я закончила этап выворачивания деталей. Даже вот уже набила ручки, одела на них рукава. И сейчас осталось заполнить тело и голову синтепоном, набить ангелом. Что сейчас, собственно говоря, я и сделаю. Потом я украшу низ рукава вот таким кружевом, пущу его так по кругу. И также украшу низ самого платья. И что получилось, покажу вам в следующем. Я решила также украсить горловину платья вот этим кружевом. Сейчас я пришиваю кружево к низу платья вот такими легкими прихватывающими небольшими невидимыми стежками, совсем чуть-чуть. Остаток нужно подогнуть и также аккуратненько хвостик вот этот подогнуть, как мне его не схватить. И также вот так вот шить бы здесь. Но я, наверное, так оставлю, не буду ее сшивать. Может быть, на следующем ангеле я попробую чуть по-другому оформить низ платья. Все, нитку нужно зафиксировать. И теперь подобным образом мы поступаем с рукавами, украшаем их тоже кружевом. Ну вот, друзья, посмотрите, я уже все украсила кружевом, горловину, низ платья и рукава. Сейчас осталось пришить руки. Руки в данном случае я буду пришивать, наверное, вот так вот чуть вперед. Мне так хочется, чтобы они были так немножко вперед у ангела и вместе соприкасались внизу. Руки буду пришивать обычным способом, не шарнирным. Просто берем руку, фиксируем нитку и намечаем, где у нас будет рука. Ну, я думаю, что где-нибудь вот в районе вот здесь. И ее пришиваем. Ну, я думаю, что достаточно. Рука уже достаточно плотно пришита. Больше не надо. Можно обмотать несколько раз вокруг руки и зафиксировать на узелок. Все, аналогично мы поступаем со второй рукой. Сначала нитку фиксируем непосредственно на руке, а потом уже пришиваем к телу. Друзья, волосы я решила делать вот из этого полиэфирной нитки пряжи. Она, мне кажется, больше подходит к дизайну, да, к цветовой гамме
моего ангела. И плюс, как вы видите, она может быть вот так вот распушена, и прическа приобретет более пышный вид, что, собственно говоря, мне и хочется. Я уже пришила часть ниток в голове. Как я это сделала, вернее, как нужно сделать, сейчас вам покажу. Берем нитку и где-нибудь примерно сантиметров 25 отматываем. И так делаем несколько раз до нужного нам количества и объема. Не обязательно соблюдать прям одинаковую длину, потому что все равно потом кончики будем подрезать. В принципе, сейчас самое главное добиться необходимого объема. Ну вот, я думаю, что достаточно мне будет. Сейчас я посмотрю, как мне лучше их расположить, для того, чтобы это выглядело симпатично. Мне нужно побольше волос сюда на переднюю часть лица, чтобы, скажем так, скрыть этот большой лоб. Я думаю, что где-нибудь вот так вот нужно нитки расположить. И зафиксировать. Я вот честно никогда не знаю, каким образом и каким методом у меня будет делаться прическа. Это все каждый раз у меня экспромт. Но есть определенные техники, есть определенные методы. В интернете их полно. Если вам интересно, можете посмотреть. Но я всегда в этом смысле такой экспериментатор. Все делаю по наитию, все делаю вот в данный момент именно так. Каждый раз у меня это будет все по-разному. Ну вот, когда нитки зафиксированы, надо теперь их пришить. Пришиваю такими небольшими стежками. Ну, нитка, да, вот она хороша для волос. Как я уже говорила, она такая пушистая, и можно легко придать объем прическе, но она очень путается. И в этом, конечно, минус ее, потому что это усложняет работу. Она очень цепляется за иголку и очень сильно путается. Ну, сейчас я попробую все-таки это дело пришить. Это, наверное, все-таки чтобы она здесь не мешалась, иначе она потом поскольку я потом буду все равно пряжу распушать, не надо такого придать легкости и объема прически. То, что она путается, это в принципе ничего страшного. Я не хочу такого идеального вида.
мне наоборот хочется, чтобы это что-то было такое вот, скажем так, более такое взъерошенное и более такое вот, такого, скажем так, ну не знаю даже как это, смешного вида. Чтобы это не было какая-то идеальная, гладкая, ровная прическа. Я закончила прическу. Ну, собственно говоря, как я и говорила, что изготовление прически для моих кукол это всегда экспромт. Я никогда заранее не знаю, что в итоге у меня получится. Экспериментирую и в ходе работы уже придумываю какие-то варианты. Осталось мне вышить глазки. Глазки я по традиции вышиваю нитками мулине. Но в данном случае беру не черную нитку, а вот такую немножко коричневую. Не хочу таких сильно черный глаз. Вышиваю глаза точечки. И потом уже буду продолжить, какой вариант крыльев я буду делать. Глаза я делаю небольшими, и вот ровно по центру завожу иголку и смотрю, на одном ли она уровне. Выводим иголку обратно, стараемся попасть в то же самое место и подтягиваем сюда. Ничего, что первые стежки они проваливаются, это нормально, потому что ткань такая, ну, как сказать, даже не знаю, рыхлая, и нитка, соответственно, туда уходит глубоко, если сильно подтягивать. Поэтому со второго стежка где-то то уже подтягивать сильно не надо, а стараться так, чтобы ниточка осталась на поверхности. Чтобы эти волосы не мешали, нужно их назад загладить. Ну вот, один глазик уже готов, и второй уже тоже. Слишком большие глаза я делать не буду. Не люблю слишком больших глаз у куколок Тильды. Мне нравится, когда они такие маленькие, аккуратненькие, глазки, точечки. Вон какая симпатяшка получается. Нитку выводим в затылок и обрезаем. Вот глазик немножко провалился, можно ниточку чуть подтянуть наверх. Такая симпатяшка. Сейчас я и нарумяню щечки обязательно, чтобы закончить образ. И уже буду думать над крылышками. В итоге я решила остановиться вот на этом варианте крыльев. Мне показали, что они более уместные к моему ангелу. Я их уже сшила, прострочила на машинке и повернула, набила и проложила вот такие вот крупные стежки, как бы простегалка. Ну вот, одно крылышко, второе. Также проложила строчку посередине вот такими крупными стежками. Все, теперь крылья можно пришивать. Смотрим, где у нас середина. Начинаем сверху, с района шеи. Также можно вот пройтись по этому шву. Прихватываем крылья
и тело ангела. Вот, крылья пришиты, они очень плотно сидят, и все нормально. Сейчас я зафиксирую нитку. Еще один разочек, чтобы уже наверняка крылья не улетели без ангела. Все, теперь это можно отрезать. Ну вот, ангелица Маруся приобрела свой законченный вид. Сейчас я, наверное, ей косу вот здесь на конце также украшу остатками кружева. Ну, просто так. Обматываю и пришиваю. Я также хотела ей ручки сделать вместе, но что сейчас я, наверное, тоже их скреплю между собой. Также можно придумать, что можно дать в ручке ангела. Либо цветочек, либо сердечко. В общем, кому что захочется. Скрепляю ручки сначала между собой. С такими тоже небольшими пару стежками. И потом уже креплю сюда к телу. Ну, хотя, в принципе, можно не крепить, они и так, в принципе, держатся, да. Они и так держатся очень хорошо вместе, поэтому можно ничего больше не делать. Друзья, ну, я закончила свою работу. Вот такая ангелица Маруся у меня получилась. Она маленькая, практически размером с ладошку. И, как я уже говорила, может быть, стать для кого-то добрым таким талисманом, которого можно носить с собой. Друзья, если вам было интересно мое видео, если оно было для вас полезно, то, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. И я в самое ближайшее время опубликую для вас что-нибудь еще интересненькое. Все, всем спасибо за просмотры. И до новых встреч. Пока-пока.